Всем, кому интересны самые свежие гайды, новости и патчи по Tales Survive, залетай в Telegram XThePower. Там все по делу, без воды, ссылка в описании. Всем привет! Сегодня полностью разберем Титанов, Tales Survive, Грифона и Дракона. Не в двух словах, а так, чтобы после ролика ты открыл институт и понял, куда ждать сегодня, куда завтра и где ты сейчас просто сливаешь клетки. Если коротко по боли, у большинства либо Титан вообще не пылится, либо одного накачали в космос, а второй лежит нулевой, либо каждый день грабят грузовик Е-класса и удивляются, почему клеток нет. Дальше как делать правильно. Сначала разберемся, зачем Титан вообще нужен. Шеф и шмотки героев усиливают конкретных персонажей. Титан усиливает аккаунт шире, бонусы идут на армию и марши. Плюс эта прокачка часто дает очки в ивентах. То есть это не красивая зверушка в меню, это отдельная ветка силы. Если ты ее игноришь, а сосед нет, через месяц он просто жирнее тебя при похожих героях. Теперь фазы. Без фаз все путается. Фаза 1. Открыть только первый Титан. Твоя задача — довести его до 5 золотых звезд. 5 и стоп по звездам. Не 6, не еще чуть-чуть. Все лишние клетки после этого копи на второго. Почему? Второй Титан обычно сильнее качается выше, а клетки после 5 звезд у первого начинают улетать очень дорого. Люди делают глупость, видят кнопку, жмут еще звезду первому, а потом второй открылся, и ты нищий. Фаза 2. Открылся второй. У многих это после боя за центр. Аркадию, если у тебя еще закрыт, не паникуй. Просто копи клетки и сливай первого выше 5. Когда второй открылся, открывай обоих и веди обоих. Первая общая цель — оба примерно до 5 звезд. Так ты забираешь нормальный пакет бонусов и нормально участвуешь в окнах, где за ап Титана сыплют очки. В первую очередь турбо-черепаха и похожие ивенты силы. Фаза 3. Оба уже около 5 звезд. Дальше звезды только по осознанию, либо под конкретный бонус, либо под окно, где тебе эти апы платят очками. Параллельно качаешь уровни и отдельно копишь редко. Ядра, фрагменты за повышение — это не стартовый ресурс, это долгая игра. Кого жать первым по уровням? Грифона или Дракона? Когда оба закрыты, по уровням логичнее сначала подтянуть Грифона. У него сильнее атакующая сторона, и это быстрее чувствуется в марше. Потом подтягиваешь Дракона. Дальше не оставляй пропасть. Нормальная схема. Поднял одного на 10-20 уровней, догоняешь второго. Не один сотый, второй 20-й. Ориентир, к которому идут нормальные аккаунты, около 100-го уровня на обоих. Именно около этой зоны Титан начинает реально жить в крупных активностях. До этого он кажется слабым. Да, потому что ты еще в начале ветки. Теперь самое важное. По клеткам. Это то место, где слив у всех. Главный ежедневный фарм — экспресс судного дня. Грузовики на карте не раз в 3 дня, каждый день. У грузовиков класса и от класса зависит, сколько клеток ты получишь. Е примерно 1-2, Д 3-5, С 5-8, Б 10-15, А уже 20-30. У тебя есть одно бесплатное обновление в день, пользуйся им всегда. Правило простое. Выпал Е или Д — обновляй. Выпал С — смотри по ситуации, но цель все равно Б или А. Выпал Б или А — отправляй нормальный марш и забирай. Если каждый день собирать Е и Д, за неделю ты соберешь крохи. Если стабильно брать Б и А, у тебя появляется реальный темп на звезды и уровни. Важный момент. Грузовик могут перехватить. Не шли туда самый слабый отряд. Ну, клетки же. Шли боеспособный марш. И не орь потом, что меня ограбили, это часть механики. Закладывай риск. Второй жирный за резервуаром. Обычно около раза в 2 недели. Когда рейд активен, зайди в магазин события. Там часто лежат бесплатные клетки, порядка 30. Это обязательная кнопка. Люди проходят мимо, потому что смотрят на платные паки и потом пишут: «Клеток нет». Бесплатно забрал, уже хорошо. Платные бери, если только понимаешь, зачем тебе именно сейчас порог, а не потому что красиво. Третий слой — обычные ивенты и магазины за очки. Сыворотка, клетки, иногда материалы под Титана. Правило как с ускорами. Не скупай все подряд в любой день. Смотри, что реально двигает твой текущий порог. Если ты в фазе дотянуть обоих до 5 звезд, приоритет клетки и сыворотка. Если ты уже уперся в таланты, смотри протеины. Если полез в возвышение, тогда уже ядра и фрагменты. И это почти всегда через ивенты, не через «куплю в обычный вторник». Про ресурсы коротко и жестко. Сыворотка и клетки — база, без них уровни и базовая прокачка стоят. Протеины на дерево талантов. Таланты качаешь по цепочке. Одна ветка до нужного узла, потом следующая. Не открывай 3 ветки по чуть-чуть. Это классический слив протеина. Вроде кнопки жмешь, а сильного бонуса нет. Ядра возвышения — поздний и дорогой слой. На одно ядро часто нужно много фрагментов. Фрагменты падают с жирных ивентов и рейтингов. Не жди, что соберешь это за 2 дня. Копи под окна. Когда же чапы? Если сейчас турбо-черепаха или другое окно, где прокачка Титана дает очки, копишь и жжешь пачкой. Если окна нет, можно делать короткие апы, чтобы очередь силы не стояла мертвая. Но гору клеток в пустой день не высылай. Та же логика, что с ускорениями. Одно действие в окно дает ап плюс награду. Мимо окна только ап. Разберем частые ошибки, чтобы ты узнал себя. Ошибка 1.
Первый Титан уже 6-7 звезд, второго нет, клеток 0. Ты опоздал ко второй фазе заранее. Ошибка 2. Оба открыты, но качаешь только любимчика. В меню красиво, по аккаунту криво. Ошибка 3. Грузовик каждый день Е или Д. Реролл забит. Это не везение, это дисциплина. Ошибка 4. Рейд прошел, бесплатные клетки в магазине не забрал. Потом игра скупая. Ошибка 5. Жрешь клетки в пустой день, а в черепаху приходишь пустой. Потом орешь, что ивент невыгодный. Ошибка 6. Таланты тыкаешь рандомом. Протеин нашел, ветка не собрана, бонуса нет. Ошибка 7. Сравниваешь свой 20 уровень Титана с китом и решаешь, что система мусор. Ты просто не на пороге, где она раскрывается. Теперь план, по которому можно делать руками. День 1. Открой институт, запиши в заметки телефона. Первый Титан, сколько звезд, какой уровень. Второй, открыт или нет, звезды, уровень. Если сегодня бесплатный реролл грузовика. Без записи ты снова качаешь на глаз. Дни 2-6. Каждый день минимум 1 грузовик, цель Б или А. 2. Если есть сыворотка и клетки под твой порог, двигаешь порог. 3. Смотришь календарь, рейд, черепах, магазин с клетками. Если фаза 1, только первый до 5 звезд, остальное в копилку. Если фаза 2, дотягиваешь отстающего к 5 звездам или равняешь уровни. Пачка 10-20. Таланты в эти дни максимум 1 ветка, без прыжков. День 7. Если есть окно ап Титана, жжешь пачкой то, что копил. Если рейд на неделе, проверяешь магазин еще раз. В комментах пишешь свои цифры, звезды и уровни обоих. По цифрам сразу видно, в какой ты фазе и что ждать завтра. Отдельно для тех, у кого второй еще закрыт. Не сиди и не жди, когда само откроется, ничего не делая. Каждый день грузовик, каждый рейд клетки из магазина. Первого держи на 5 звездах, не выше. К моменту открытия второго у тебя должен быть запас, а не пустой склад и красивый первый Титан в одиночку. Отдельно для тех, у кого уже оба открыты, но один в нуле. Стоп. Любимчика больше не кормишь, пока отстающий не подойдет хотя бы к рабочей зоне по звездам. Сначала оба к 5, потом уже можно снова чуть раньше двигать Грифона по уровням. Иначе ты вечно будешь сильный в меню одним экраном и слабый по факту. И еще раз, самые нужные правила, чтобы закрепить. Первый Титан до 5 звезд и стоп, клетки на второго. Оба открыты, оба к 5 звездам. Уровни, Грифон чуть раньше, потом равняй без пропасти. Грузовик каждый день, реролл, бери А или Б. Рейд, забери бесплатные клетки. Апы пачкой в окна, таланты одной веткой. Не ной, что Титан бесполезный, пока ты на стартовых уровнях. Если хочешь новости по игре без воды, патчи, ивенты, что сейчас качать, Telegram, Exopower в описании. Донат из России через exopower.ru. Рубли, СБП, карта или крипта. Обычно зачисление минут за 10-15. Лайк, подписка. В комментах звезды и уровни Грифона Дракона. Ссылки в описании. Спасибо за просмотр.